Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на SMC-9 от G&G. Это пистолет-пулемет, или карабин-кит, или карабин, или это вообще пистолет. Разберемся, что это такое и зачем было делать из пистолета вот такую штуку. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Сейчас будет такой нехилый экскурс в теорию и историю, поэтому если вы сразу хотите посмотреть обзор этой игрушки, переходите по тайм-коду из описания и смотрите. А если вы хотите копнуть глубже, получив дозу познавательной информации, то не переключайтесь, сейчас я вам все расскажу. Итак, начнем. В мире огнестрельного оружия карабин-кит для пистолета представляет по сути из себя винтовочную ложу, в которую вставляется пистолет. Сам пистолет при этом не требует каких-то технических доработок или изменений. На кожух-затвор просто надевается насадка с зацепом для заряжания, пистолет вставляется внутрь карабин-кита, фиксируется там и можно стрелять. При этом длина ствола не меняется, боеприпас не меняется, вместимость магазина не меняется, внутренняя и внешняя баллистика боеприпаса те же самые. Зачем тогда куда-то засовывать и так хорошо работающий пистолет? Ответ кроется в физиологии и анатомии человека. Когда вы стреляете из пистолета, вы держите его на вытянутой руке. Прицельная линия пистолета достаточно короткая и, главное, подвижна в руке. Вращая кисть, вы отклоняете прицельную линию пистолета от линии глаз-цель. Кисть пистолетом подвижна, подвижна. Голова подвижна, подвижна. Цель подвижна, если хочет жить, то подвижна. На языке геометрии вам нужно совместить на одной оси две точки и линию, подвижные независимо друг от друга. И все это в трехмерном пространстве. При этом все эти действия нужно делать быстро и единообразно, потому что в бою противник не будет неподвижно стоять и ждать, пока вы соизволите в него точно прицелиться и выстрелить. Чтобы быстро и надежно стабилизировать эту систему, стрелки придумали различные изготовки и способы стрельбы. Например, классический способ стрельбы треугольником. Обе руки вытянуты и собраны в замок на пистолете. При этом плечи опущены, голова в естественном положении. Наведение на цель происходит движением всего корпуса. Пистолет получается закрепленным на неподвижной жесткой консоли, которая по сути приближена к удержанию винтовки. И по факту глаза зафиксированы в линию с прицельными приспособлениями. Когда вы стреляете из винтовки, вы упираете приклад в плечо, прижимаете щеку к прикладу и рукой держитесь за цевье. Так как винтовка зажата между плечом и рукой, ее прицельная линия относительно глаза неподвижна. То есть глаза сразу зафиксированы на линии с прицельными приспособлениями. И для прицеливания вам нужно только совместить эту линию с целью. Но если оружие и при удержании треугольником, и при удержании винтовки жестко закреплено, то какая между ними разница? Если вы робот-терминатор с механической железной рукой, то абсолютно никакой. Но скорее всего вы живой человек, у которого есть мышцы, которые умеют напрягаться, расслабляться, делать это под контролем и непроизвольно. А еще мышцы могут накапливать усталость. При стрельбе из пистолета в изготовке треугольника мышцы рук напрягаются заметно больше, чем при стрельбе из винтовки. И чтобы стрелять так долго и без снижения точности и темпа, требуется физическая выносливость и подготовка. В случае удержания винтовки их требуется меньше, потому что при большем, чем у пистолета, весе винтовка удерживается не на вытянутых руках и в менее энергозатратном положении. Если проще, то из винтовки на одну и ту же дистанцию стрелять и попадать легче, чем из пистолета. При том, что технические характеристики большинства пистолетов позволяют попадать на значительную дистанцию, и узкое место тут уже стрелок. Конечно, в российских спецподразделениях есть примеры, когда человек первым же выстрелом стабильно поражает головную мишень на дистанции 100 метров. Или из 18 выстрелов попадает в ростовую фигуру 4 раза на дистанции 450 метров. Из пистолета на 450 метров, без оптики. Но все-таки это примеры прекрасно подготовленных и даже выдающихся стрелков, которых не так уж и много. Еще есть Джерри Мичулик, который попадает из револьвера в головную фигуру на дистанции 1000 ярдов. Но Мичулик вообще инопланетянин какой-то и исключение из всех правил. Так вот, чтобы упростить жизнь тем, кто вынужден стрелять из пистолета в силу различных причин и увеличить эффективность их огня, как раз таки и придумали карабин-кит. То есть устройство, которое по сути позволяет держать пистолет как винтовку.
И если пистолет имеет режим автоматического огня, то польза от такого кита увеличивается в несколько раз, так как очередь накладывает еще больше требований к удержанию оружия. А еще на такой кит можно повесить различные ЛЦУ, прицелы, мощный фонарик или даже запасной магазин. В мире страйкбольного оружия дела с карабин-китом обстоят примерно так же, за исключением того, что тут само оружие становится узким местом. Но все равно это не меняет того факта, что попадать, удерживая оружие как карабин, заметно проще, чем удерживая как пистолет. G&G поступили следующим образом. Взяли свой весьма успешный пистолет GTP-9 и выпустили версию этого пистолета с верхним ресивером от карабина, назвав все это дело SMC-9. То есть по факту нижняя часть у этих двух продуктов одна и та же, и меняется только верхняя часть. Если вы вдруг задаетесь вопросом, зачем нужно было городить историю со сменным внешним слайдом, если на рынке уже есть киты, которые могут сделать из вашего глока карабин, то у G&G на это есть весьма весомые аргументы. Внутри верхнего ресивера SMC-9 установлен более длинный внутренний стволик и отдельный газовый двигатель. Имея более длинный стволик, шар разгоняется дольше и получает больше энергии, то есть большую скорость вылета шара. А это значит, что можно использовать шары потяжелее, которые при правильно настроенном хопапе летят дальше и более настильно. Разумеется, это в сравнении с базовым пистолетом с меньшим выхлопом, при условии одинаковых хопапов. Газовый двигатель адаптирован под работу с более длинным внутренним стволиком и стрельбу очередями. А эта штука еще как может в очередь. Причем не просто может, а именно еще как может. Просто посмотрите сами. Как вы заметили, во время стрельбы у данного кита нет подвижного слайда, и его массу не нужно тягать вперед-назад. Подвижный тут только нозл и блок с газовым цилиндром, что положительно сказывается на эффективность работы газового двигателя. Как итог, поздравляю, у вас в принципе полноценный ГББР карабин, который работает не хуже, чем Tokyo Marui MWS. Минус у этого продукта я вижу только один. Видимо, из маркетинговых соображений верхний ресивер и слайд от пистолета отдельно не продаются. То есть вы можете купить или сразу целый пистолет, или сразу целый пистолет-пулемет. А было бы весьма удобно иметь один нижний ресивер и два сменных слайда, которые можно менять в зависимости от задачи. Теперь, когда вы наконец знаете суть этого продукта и зачем он вообще нужен, можно перейти к деталям. Рамка с пистолетной рукояткой выполнена из ударопрочного пластика. Рукоятка имеет сменный тыльник для подгонки под размер руки пользователя. Один сменный тыльник есть в комплекте. Органы управления — это клавиша сброса затворной задержки, переключатель режимов огня, предохранитель на спусковом крючке и клавиша сброса магазина в основании предохранительной скобы, как у пистолетов ХК. Еще тут есть механический предохранитель, это вот эта клавиша возле спускового крючка. Все органы управления, кроме механического предохранителя, двусторонние. Внутри предохранительной скобы находится фиксатор слайда, как на глоках. Переключатель режимов огня работает следующим образом. Нажимаете на него с левой стороны, пистолет-пулемет стреляет одиночкой. Нажимаете с правой стороны, стреляет очередью. Складной приклад складывается в правую сторону. Он выполнен из пластика с резиновым тыльником. Регулировки по длине тут нет. В основании приклада с левой стороны есть антапка для крепления ремня. По всей длине верхнего ресивера есть планка Пикатини для крепления различных прицельных приспособлений, оптики и других устройств. Стандартные прицельные приспособления, которые сразу есть из коробки, это складная мушка и складной диоптер, разумеется, съемные. Цевье тут алюминиевое с интерфейсом M-Lock для установки дополнительных планок. В основании цевья есть база для QD-антапки. Одна такая антапка, кстати, есть в комплекте. В цевье есть вырез для рукоятки заряжания. Рукоятка тут двусторонняя с коротким ходом. Для досылания шара оттягиваете ее на себя и отпускаете.
Обратите внимание, что при оттягивании рукоятки заряжания поднимаются имитации пылезащитной шторки в районе окна экстракции гильзы. В страйкбольной версии, разумеется, никакой гильзы нет, зато можно тактикульно проверять наличие шара в хопапе. Пламегаситель с резьбой 14-, а это значит, что сюда без проблем штатно встают большинство трассерных насадок. Регулировка хопапа, как у пистолетов GTP-9, происходит через ствол. Резинка хопапа зеленая GNG, судя по статистике и отзывам, весьма неплохая. Немного слов про эргономику. В руках SMC9 лежит реально очень удобно. За счет легкого цевья и тяжелого магазина, который расположен по центру, развесовка и баланс очень приятные. Карабин не клюет вперед и не особо нагружает руку, даже когда приклад сложен и вы держите автомат одной рукой. Приятным бонусом является то, что эта штука стоит не каких-то космических денег. Например, прямо сейчас в Airsoft Store SMC9 продается за 21 300 рублей. В сравнении с МВС от Tokiem.ru за 45 тысяч рублей цена выглядит более чем привлекательной. Как всегда, предлагаю не стесняться выражать свое мнение в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, если видео вам зашло. С вами был Евгеньевич, до скорого!